Коллеги, добрый день еще раз всем. Рады приветствовать вас сегодня на нашем семинаре. И для начала, прежде чем мы начнем, я скажу пару слов об ACCA, да, какие новости сегодня у нас. Меня зовут Рогозина Татьяна, кто не знаком. Я являюсь проектным менеджером, который, собственно, взаимодействует с членами ассоциации в течение всего года и смотрит, какие приоритетные темы выбрать для вас, и так, чтобы было это полезно, эффективно и интересно в течение всего года. Поэтому любые темы, которые вам интересны, и вы бы, например, хотели бы в них участвовать, пожалуйста, вы всегда можете связаться со мной. У кого нет моих контактов, вы можете взять их сегодня у меня, и мы после перерыва можем больше обсудить с вами еще. Вот. А сегодня я хочу сказать еще одну из новостей. Возможно, вы знаете уже, вы получали письма 30 числа о том, чтобы можно было проголосовать о делегате от России в ассамблею ACCA. И все, наверное, те, кто получили письма, имели возможность проголосовать за 4 кандидатов. То есть особенность в чем? Когда вы голосуете, получается, на глобальном уровне этот кандидат, он будет иметь возможность продвигать ваши интересы от России. И у вас это есть возможность до 28 числа этого месяца сделать. Поэтому, пожалуйста, проявляйте активность. И также каждый из вас, в принципе, может в будущем стать подобным делегатом. А по поводу еще мероприятий текущего месяца, у нас планируется пару вебинаров. Один профессионально-технический в области рисков, и второй для тех, кто хочет продолжить образование с ACCA и University of London. И приступаем к сегодняшней нашей теме. Тема семинара. Вы наверняка уже посмотрели, да, и увидели, есть знакомые имена. И как Uber использует Big Data. Flying Car, запуск в Дубаи и Далласе в 2020 году. Определение всех параметров с использованием Big Data. И сегодняшний семинар будет вести Вэл Джордас и Джон Петерсон. И я передаю слово Вэлу, который нас гостеприимно сегодня принимает на площадке Yellow Door. Спасибо большое, всем добрый вечер. Только что неделю назад прилетел из Калифорнии, там родом, и у нас здесь мы очень вас приветствуем. Я заранее чуть-чуть извиняюсь за такую домашнюю атмосферу немного. Здесь обыкновенно у нас коворкинг, мы всю мебель передвинули в честь. Мы очень хотели вас здесь встретить. В соседнем зале более скромный зал для мероприятий. Конечно, весь ваш состав туда бы не поместили. Скромная кофейня и такой underground, в буквальном и в небуквальном смысле, такое underground место, где интересные стартапы, мероприятия и технологии разрабатываются. Огромная честь вас здесь приветствовать. Таня, Татьяна, большое-большое спасибо. Это действительно большая честь, надеюсь, не последний раз. Сегодня у нас интересный проект. Я пару слов просто расскажу, как он начал. Он начал на самом деле благодаря Татьяне Гулиной. Я не знаю, если она наверное, где-то что-то чистит, организует. Вот она, ура! И Джон, в принципе, готов. Еще пару слов. Он чуть-чуть позвонит, потом мы снова его наберем. Я хочу просто пару слов рассказать, и потом уже приступим к Джону. Джон на самом деле начальник, он глава, он доктор кандидатурских наук, достаточно молодой, из Urbana-Illinois University, математик, statistical maths, да. И он управляет огромной командой, где-то 200-300 big data guys, аналитиков, да, но это даже аналитики, они все кандидатурских наук, их не хватает. То есть один из их таких несекретных целей здесь это нагребать, находить людей, которые как-то с этим разбираются. В Сан-Франциско, в Bay Area, в Калифорнии просто их не хватает. И они идут по всем университетам, по всем аспирантурам в основе, и набирают таких людей. С цифрами работа там очень интересная, я могу прямо мягко сказать. То есть они анализируют каждый маршрут, который мы берем на Uber, да, она все идет к ним в базе, и анализирует, какие там есть эти boosts, да, он расскажет. То есть цена, она динамичная, она не зафиксирована. То есть они все это настраивают, и в том числе не только надземным транспортом,
а над сейчас уже воздушным транспортом. То он расскажет, как они подготовили программу для Uber Elevate. Uber Elevate он тоже расскажет на английском очень быстро. Он так, очень такой эмоциональный, очень эта тема ему близка к сердцу. То есть Uber два момента делает. Да. Первый – пробки. Да, то есть даже если Uber закажешь, ты все равно в пробках стоишь. И второй момент, конечно, там водители. Это такой маленькие детали. Да, им надо платить все-таки. Там политика, там что только не происходит с водителями. То есть если это можно автономно запустить, вообще великолепно. И в качестве прямо вот, ну, меняется вся картина очень сильно. То есть они один из самых больших драйверов сейчас надземного авиатранспорта. Что они делают? Вертолет это не тот инструмент, и что они решили делать, это инвестировать и искать и поддерживать стартапы в основе сейчас. Это великолепные авиационные инженеры, они оживили вот эту всю тренд. И они ищут вещь, называется VTOL, Vertical Takeoff and Landing Vehicle. Да? То есть это, можно сказать, очень, и у нас маленький сюрприз будет в конце презентации. Один из стартапов, который здесь начал, дорогой партнер, друг, он чуть-чуть расскажет о своей vision. Да? Но VTOLs, это Vertical Takeoff, это огромные дроны в итоге, которые могут людей носить туда-сюда. Uber все просчитал, им 1, 2, 3 сидения не хватит, именно надо 4, да, потому что экономика бьется. Все это просчитано, он расскажет. И это уже не фантазия, это не пятый элемент, это не Голливуд, да, это актуальность. Один из моментов, как вы можете, наверное, представить, это разрешение летать, тем более over condensed urban centers, да, то есть где очень много народа, такие летучие вещи идут туда-сюда, не дай бог что-то произойдет, да, то есть FAA в Америке, Federal Aviation Administration, очень строго по регламенту на это смотрит. То есть это немалая задача. 2 города пока дали им добро, это Дубай и Даллас, да, чтобы на взлет. И они строят сейчас, как он называет, хабы, да, то есть это такие точки. И он покажет, расскажет, как они их считали, как они считали экономику, как они все это считают, как они берут эти все данные. С нашей стороны мы здесь воспитываем и помогаем, и поддерживаем маленьких стартапов, вот в том числе вот этот сюрприз, который в конце будет, и вторая стартап, который только вчера главного инженера Uber, который Uber нанял от NASA и Lockheed, они только что с ними общались, они только сейчас возвращаются из Кремниевой долины. Я могу тоже маленький клип их показать, чтобы вам дать представление. Если вы не против, я тогда приветствую вас еще раз. Приезжайте сюда снова кофе, коворкинг, если стартапы, маленькие предприятия нужны, посылайте их сюда. Я маленький абзац дам по Вимана. Это один из наших стартапов, который именно с Uber сейчас разговаривает. В принципе, только вчера их встречали. И потом мы через буквально 3 минуты уже набираем Джона. То есть пару минут. Это российские ребята, прямо под Москвой вот этот ангар у них. Второй на сюрприз к концу оставим. Vimana AAV can take off and land even on slanted and moving surfaces. Modular design enables mass end-user deployability due to simply assembling construction. AAV is capable of airborne carrying of passenger and car up to 150 kilograms. AAV thrust system is powered with 4 42 Не совсем самолет, не совсем вертолет. Да? Они, авиационные инженеры, очень хитрые. Они могут reverse engineer, что угодно. То есть они здесь нарочно скрывают их фишку. Да? То есть они не показывают фишку, а то они посмотрят и скажут, в голове почитают и все это сделают сами. То есть это такой очень конкурентный сейчас рынок, потому что все сюда хотят. Uber запускает от верха небоскребов. Это их посадочная площадь. Это самый сложный момент сейчас, когда они переходят от вертикального на горизонтальный полет. Пока никто не решил. И в том числе и эти. Вы заметите, что это CGI rendering. У них бейта есть, но не full scale. Vimana AAV
mission is completely autonomous. И здесь у них один человечный, то есть один пассажир. Uber требует четырехместный пассажир, потому что там только экономика начинает биться. Up to 1,500 kilometers. On the altitude up to 3,000 meters. Vimana AAV is capable to effectively perform flight missions in adverse weather conditions. The unique aerodynamic scheme of Vimana AAV naturally works out the turbulence without extra energy consumption. Vimana AAV is autonomously bringing you to any destination with the constant cruising speed of 150 kilometers per hour. That may not be the greatest speed, but there is definitely no traffic jam in the air. It doesn't really matter how far you commute every day. The longer the journey with Vimana AAV, the more interesting it is. Get airborne with Vimana. Окей, ну это маленький взгляд в будущее. Посмотрим, выйдет это у них в итоге или нет. Но там где-то 5-6 очень существенных конкурентов. Они берут и все. И Airbus есть своя программа, у Боинга есть своя программа, у всех боевиков есть своя программа, у NASA AIM своя программа. Все пытаются вот эту штуку сделать. Вот, да, вот это очень большая тема. Вот разрешение, конечно, очень сложно здесь. И это, скорее всего, вот Дубай и Даллас, они хотели быть лидеры, и все-таки пытаются это продвинуть. Для России это мечта. Пока мечта, да. Ну посмотрим, придет. Вот сейчас у нас сюрприз будет в конце, они все расскажут. Ну, великолепные вопросы, держите их. Это прямо самое то. Я могу чуть-чуть ответить, но они авиационные инженеры, они прямо все от и до. Ладно? Я хотел вас чуть-чуть так подразнить. Конечно. Вот. Да, в итоге я хочу представить Джона, доктора Петерсона. Он вроде готов. И что он сделает? Он маленькой презентацией с нами поделится. Это будет на экране и будет на английском, к сожалению. Если у вас английский несовершенным, хоть чуть-чуть поймайте или там найдите кресло, может быть, недалеко от английскоговорящей, там пусть подшепчивают на ухо. Я молю, если слишком сложно, говорите, я спрыгну и там, может быть, интерджект. Где-то 15-20 минут расскажет о своей работе изнутри, просто глубоко изнутри Uber. И потом откроем на вопросы, ответы, диалог, дискуссию, чтобы не слишком скучно было. Ладно? То есть накапливайте вот великолепные вопросы и идеи. So without further ado, let's talk to John. Hey, John. Good morning. How are you? Hey, good morning. Is morning your time? It was actually evening our time, but morning your time in California. So it's wonderful. Yeah, it's wonderful to see you. We have, I'm not going to hazard to turn the camera around, but we have about 80, 100 people here, which is fantastic. And they're all numbers folks from what I can tell. They're deep into numbers. So these are folks from your, cut from your cloth, I think. We're kind of under the pretext of something super sexy like flying VTOLs and aircraft. And I shared with them a bit of Vimana's vision, which you're familiar with, and we'll hear a bit more about Bettini later. I wanted to just introduce you and talk about something we think is even more sexy, which is big data, which is numbers, which is the stuff, this amazing stuff that you do. And I know it's years and years and years of work and education and hundreds, if not thousands of folks on your team working on this. So to ask you to condense everything in maybe 15, 20 minutes might not be fair. But we'll ask you to do that if you can anyway. And then what we'll do at the end is open it up to a few questions and answers, if you don't mind, John. It'd be a real honor. Yeah, pardon me, not a problem. I generally talk pretty quick, so that shouldn't be an issue. Okay, so, great. Yeah, do you want to start off with a presentation, throw up some things on the screen? Yeah. Do a screen share, and then we'll kind of get back to you. Great. Thanks, John. So I'll kind of step back a little bit and let you take over here. Okay, wonderful. First of all, can you see the screen okay? Всем видно так более-менее экран, да? Yeah, we're good.
Звук погромче. Стаса нету, да? Давайте попробуем просто микрофон, естественно, подключить. Давайте так. Go ahead, John. We're ready. Okay, wonderful. Well, first of all, good evening. It's certainly a pleasure today, and apologize for my lack of Russian. It took me a very long time just to master здравствуйте, which is about all I know. So my name is John Peterson, and I am the head of data science for what is called advanced programs here at Uber. And first of all, I'm really excited to talk to you about this initiative we have about Uber Elevate. I hope this is something that most people are familiar with. But before I talk about flying cars, I would like to just motivate this by talking about standard cars today. It's kind of easy to demonize cars right now in the world. There right now are over 1.2 billion cars in the world. That is more than the population of China and Europe combined. That is a staggering number. It's one thing to have these vehicles if they are utilized well and if they're clean, but unfortunately they are neither, right? So we know that about 22% of all carbon emissions in the world come from transportation, and I believe that figure is about 70% of that. So we're about 15% roughly of all carbon emissions are from automobiles. And moreover, it's a well-known fact that these are highly underutilized assets. They sit idle about 95% of the time. And so clearly we think that we can do better. And that's really what Uber is about, just to be on the same page. And so Uber, we're about 7 years old now. We started this idea about pressing a button and getting a ride, trying to increase the utilization of these vehicles. So instead of your car sitting idle 95% of the time, our goal is that vehicle can be utilized more by transporting other people around, ultimately taking cars off the road. And there are a lot of other benefits as well. There's an unbelievable statistic that in these large cities, and I don't recall what the proper definition of large was, but in cities whose population exceeds a certain number, something like 5 or 6 million, roughly 20% of all cars on the road at one point in time are looking for parking. So when you can utilize a service to take you from your origin to destination without worrying about parking, there are considerable benefits of easing congestion throughout the city. And so one thing that's really interesting is that this whole idea of ride sharing, what we call it, this is really just the beginning. Today, in 2017, 4% of all miles driven globally are from a ride-sharing platform, like Uber or one of the other similar platforms in the world. What's staggering is that in a relatively modest period of time, in a little over 20 years, in a little over 10 years, this will be just over 1/4 of all miles driven globally. This is something that we're really excited about. And 25% всех машин будут shared economy через 10 лет. And everything that I've spoken about is from what is called, what we call our UberX service. This is the service where we pick up one rider. What's really exciting to me is when you can combine one car with multiple riders, with multiple people. And this is something that I've worked on for over 2 years here at Uber, and this is called Uber Pool. And so this animation on the left panel right here, this shows in our home city of San Francisco, this shows all trips that occur in I believe it's a 3-hour period, corresponding to our rush hour. То есть это не один человек, а carpool, то есть они собирают несколько людей одновременно. Это очень сложная, на самом деле, математическая проблема. Как по одной маршруту собирать несколько людей, которые идут даже. Using our Uber Pool service, which again shares rides, we attain something like the panel, I'm sorry about this, the panel on the right-hand side, which we have far less traffic intensity. And this is with a very modest opt-in rate to Uber Pool of only 30%, meaning that 1/3 of all trips on this left panel are pooled. And when you can pool only 1/3 of all trips, you can have considerable reductions in traffic. And so this is kind of what the Uber platform is, and this is something that we're really excited about. Now, there's a lot of very interesting mathematics behind this, and I know people in this room would love to hear this. That's not really what I'm going to talk about here in the remaining time. What I'm going to talk about is the idea, the future of urban mobility. I've been talking about what the present state is of urban mobility, but something that's even more exciting to me is the idea where you can press a button and not get a ride. Well, you get a ride, but it's in 3D and not 2D.
So that is our mission, what we're calling Uber Elevate. And I hope, unfortunately I can't see a show of hands, but I would be curious to hear of those in the audience who have actually heard of this Uber Elevate initiative. And that's what I'll talk about. I'm going to talk about this pretty quickly here. We'll go pretty quickly. So the idea is, this is a typical trip from San Francisco. This is where our Uber headquarters are, and San Jose, which is to the south of Silicon Valley. I could take this car in an Uber, I could drive myself, and it would take the better part of 2 hours. And this is a very frustrating trip to take. Traffic is always a problem. It is highly congested. It takes almost 2 hours. I could take public transit, and that public transit actually takes a little bit more than 2 hours. And it's true that I might be productive on the train. Maybe I could read, I could work, I could sleep if it's in the morning. But the idea is that 2 hours is very expensive with respect to one's time. Our vision is to introduce, by means of a VTOL, or vertical takeoff and landing, the ability to get the same route in as little as 15 minutes. And moreover, we think that in the long run, we believe that the cost associated with taking this VTOL is going to be comparable to the cost of taking an Uber X today. And that's what's really exciting. Now, to achieve that objective, to bring that price point down, requires an incredible degree of mathematical sophistication, spanning optimization and prediction and intelligent dispatch. These are the things that get us really excited. And maybe later we can talk about that later. But efficiency is completely, the drive for efficiency on the Uber platform is what makes this environment, this ecosystem, so incredibly exciting and also rewarding. It's rewarding when we can kind of abate congestion in the city. We can move people and things around cities more easily. So this is kind of the idea with this VTOL. We want the ability to hit a button and get a flight. And this is what the Uber app might look like someday. We believe in as little as in a few years. What's really, a lot of people ask us, like, why, what advantages Uber has building up the app, as opposed to one of the developers of these VTOLs, for instance. And there are a number of advantages of the Uber platform. First of all, we have over 60 million monthly active riders on our platform. These are riders who are using our service at least once every single month. Over 60 million, and that number is still growing considerably throughout the entire world. We do over 7 million trips per day on our platform. We have the ability to connect to multimodal as well. So you can imagine a world whereby you might take an airplane, a jet from Moscow to San Francisco, and then you take a VTOL from San Francisco Airport to your hotel. Moreover, for commuters, we have the ability to fly. Maybe commuters might take a train for part of their journey, they get off their destination, and they take a VTOL for the rest of it. Multimodal is one of the core value propositions on our platform. And so this is kind of the future. And there's far too much information for me to consolidate everything into just a few minutes. So what I'll invite you to do is I'll invite you to read our white paper, which we published in last October. And the URL is seen on your left. And moreover, we conducted an Uber summit, an Uber Elevate summit that was held in Dallas, Texas. And the URL is at the bottom right. And that summit has something like 10 hours of video. You can see we've got experts from organizations like NASA. We've got a number of top-tier academics who join us to give talks. We have VTOL manufacturers. We have battery manufacturers. We have real estate developers we're working with in order to build out this infrastructure. And this is really leaders of this field. And I invite you to watch the talks at the URL seen on the bottom right. But first of all, I want to talk a little bit more about this, what we're doing specifically, where data science fits in. First of all, the most often question that we get is, why can't you use helicopters today? Helicopters exist. These are vehicles that are proven over time, and there are a number of problems with helicopters. First of all, as an aviation enthusiast, I love them, but as an efficiency enthusiast, I do not. And so the number one problem with helicopters by far is noise. So the tip speed, the velocity at the tip of these helicopters, they're spinning at approximately 800 feet per second. And because the noise is proportional to the fifth power of the velocity, that this 800 feet per second is just incredible. I'm sorry, I apologize for not doing the metric translation. But this speed is so fast that these vehicles are so incredibly noisy that the operations are just
very prohibitive. There are very few places you can fly because of all sorts of restrictions around noise. And you get people complaining at even the rumor of building out a new helipad to support helicopter operations. The second is speed. Helicopters travel approximately 100 miles per hour on cruise. And that might be faster than most autos in congested areas, but to be quite frank, that's not fast enough for us. We want to go faster than that, about 50% faster. The idea is the Uber value proposition, this Uber Elevate value proposition, is it's going to save people time. And if you cannot generate the high time savings in your network, people are not going to take your service. They're going to continue to take train or other modes of transportation. So it's absolutely imperative for us that these vehicles can go faster than helicopters. Another one is efficiency. These vehicles, when they're en route, are not at all efficient. They have a lift to drag ratio of about 3 or 4. What that means is for every kilometer, every unit distance traveled on a cruise phase, these vehicles are not built aerodynamically at all. They're very efficient for takeoffs and landings, but they are not efficient at all for going 40 kilometers or more, approximately. And most of the trips that when we want to save time, our trips are going to have to generally be longer than 10 kilometers. And so what's absolutely important for us is that these new vehicles are going to be far more efficient than these helicopters, where they consume far less energy on cruise. Another thing is these are very dirty vehicles. They rely on internal combustion engines, and safety is also an issue. There are so many single component failures where any one component, the rotor blade alone has over 100, whereby if there's any one failure in this blade, very likely that the helicopter has to be taken out of operation. And so owners of these helicopters, they're very costly, for instance, because they experience a lot of downtime, which is pretty typical. So one of the things that I am just incredibly excited about are these very new vehicles, these VTOLs, vertical takeoff and landing. And there are over 20 manufacturers throughout the world. And I've been so fortunate to work with Val through a company that he's working with as well, that has a really exciting design. These are only 6 of over 20 manufacturers in the world. And they've got very different designs. I'm not going to go through them in considerable length, but the vehicles on the left column, the Volocopter and the EHANs, those are called multicopters. You'll note the absence of a fixed wing, like you might see on an aircraft, or like on an airplane, or a jet engine, or a jet, for instance. And then the other sources of VTOLs, they generally rely on something either called vectored thrust, which is what the Lilium aircraft above, that's the thing that most closely resembles a jet engine. And then the other 3 vehicles, these all have various concepts of tilt wing, tilt rotor, or tilt duct. And the idea is the rotor blades, for instance, they transition from when the vehicle is in vertical mode to when it is on a cruise mode. And I'm going to show you a video on the next in another slide. What makes VTOLs a reality is what is called distributed electric propulsion. This is the idea of taking all the energy that is consumed in the single rotor blade from a helicopter, for instance, and distributing it to many other rotors. And because you can take that same energy and distribute it across many other rotors, that means the tip speed of these rotors is much slower. It is roughly 1/2 of the speed of, let's say, a helicopter. So instead of spinning 800 feet per second, we are now spinning at 400 feet per second. That is 1/2. And again, I talked about how the noise is proportional to the 5th degree of velocity. Well, that means that the total noise of these VTOLs is approximately 1/32nd of the noise of a helicopter. So I talked about noise being arguably the #1 limiting feature of making these VTOLs reality. And what's so exciting is much of that problem can be solved through these vehicles. Not to mention, I talked about safety. Well, when you've got multiple rotors, you have more redundancy in your system. So if any one rotor fails, this aircraft is still operable. I talked about efficiency. These are electric VTOLs, which is something so incredibly exciting to us. We solve the emissions problems. And with recent advancements in both battery technology as well as battery recharging technology, we believe that these vehicles are very close to being operated at scale. And so I just want to show you one quick video of the VTOL. This is one particular VTOL. This is just a demonstration, obviously. And what you're going to see is the rotors are now tilting up. And so this vehicle is going to go into what's called hover mode. It's going to ascend to approximately 1,000 feet, which is going to be our cruising altitudes. And you'll see right here, now when the vehicle is actually propelling forward, the rotors actually tilt. Now they're going to tilt again when the vehicle is descending. And you'll see they are now parallel to the ground. The vehicle vertically
descends and arrives at a pretty nice house. I wish I lived there. So we made a number of announcements at the summit that we had in Dallas in April of this year. And one of that is that we announced our first 2 cities that will be operating on our platform, on the Uber Elevate platform. And those are Dallas, Texas, and Dubai in the United Arab Emirates. And by the way, I believe there will be more cities as well. These are just 2 that we have announced formally. And this is really where the data science comes into play. So one of the questions that we have to I mean, I would love to talk about vehicles all day, believe me, but now the rest of the talk, I want to focus on about the vehicles themselves. I'm sorry, about how data science plays into this. So one of the questions that we have to answer are, how do we want to actually build out this network? So unlike our traditional Uber, where a car can pick you up anywhere along a road segment, here we have to actually build up this infrastructure to support these new vehicles. And so what we have to do is we have to do a lot of optimization, a lot of forecasting, some prediction as well, and to try to design the networks from scratch. В отличие от Uber, где они где угодно вас заберут, да? То есть, а как это делается? Вот через математику. So I'm going to let Val catch up. I apologize. Yeah. Got it, John. We got it. Yeah. So yeah. So the panel, so what we have right now are, I'm showing you what these networks are going to look like in 2020. In 2020 is when we're going to operate demonstrator flights. And one of the biggest challenges, by the way, of this VTOL service is regulation. We have to get these vehicles certified, and we have to get the airspace certified as well, so that we know, for instance, how closely these vehicles can be separated, or we have to know by how much these vehicles need to be separated. We need to know what the total capacity is in the air of these vehicles, how many can be supported at one time. There are all sorts of things that are involved. And that's one of the biggest challenges and one of the biggest obstacles that are playing out. But what we have right here, what we're going to be starting is just operating 2 what we're calling vertiports. A vertiport you can think about is kind of like an airport. This is where you will go to get into your VTOL and travel. And we're going to operate single routes in 2020 in Dallas and Dubai. And these are the routes that we're going to operate. And these routes were chosen very strategically to maximize the total number of riders we can serve in a day. And riders may not be served in 2020, but they will be by 2022 or 2023, where we hope to where we will operate tens of thousands of riders per day through a much more complex network. And so this is the very first snapshot where we're going to be operating between just 2 points, operating flights just as for purposes of demonstration and regulations. 3 years after that, by 2022, we're going to be building out this network considerably. So now we're going to be building 5, then 10, and then 15, and ultimately approximately 15 different what we're calling hubs in a city. And so these are the networks of the future. And I cannot tell you how excited I am. I'm going to play this video one more time. These are how these networks are going to evolve. And the idea is you would open your Uber app, you would enter your destination, you would hit a button. An Uber would pick you up at your origin. It would take you to one of these vertiports. You would meet your VTOL, you would take your flight, and then an Uber will be awaiting for you upon arrival to take you to your final destination, saving you a considerable amount of time. And so what I'm going to show now is a couple of screenshots of the actual vertiports. And so these are renderings that we're actually designing. These are reality. They don't exist today, but we are following these specifications. So what you're seeing right here is a rendering of a vertiport in Dallas. And so this is what it looks like. If I show this to someone in Dubai, people in Dubai might not get all excited about this kind of rendering. They want to see something more like this. Anyone that's traveled to Dubai know how they like how seriously they take design. And so in this illustration shows how we're actually building a vertiport over water in Dubai near the Burj Al Arab. This is pretty exciting, and so the real heavy lifting of data science is really done in this. How do we actually build out this network? There's a considerable amount of optimization that we have to solve. And what my team have done is we've built out a system we're calling the Flux Optimizer. And if anyone in the room has actually seen this movie called Back to the Future, you might understand where this is coming from. I'm probably older than most of the people in the room, so maybe that doesn't resonate. But there are 3 questions that we really need to ask from a data science perspective. The first is, where do we want to build these locations in a city? Another one is we want to understand how these vehicles move. How many vehicles do we need? We want to understand how many people we can fit in a vehicle. So remember when I talked about Uber Pool, I spoke about how we are
basically fitting more people into a vehicle through Uber Pool, or combining trips into a single vehicle. We're doing the exact same thing in this network, and the reason is because that is going to bring down the price point of this. And so it's really important that we understand how these vehicles move around the network, because we need to figure out how many vehicles we need to order. We want to understand how many seats. We want to define what the specification requirements are of these vehicles. We have to understand what the maximum range is. We have to define what the speed is going to be of these vehicles in order to achieve efficiency in our network. And so I could talk a lot about this. And if you're really interested in some of the details, you're welcome to reach me directly, or you can see the video of the talk that I gave at the summit that goes into this a little bit more. But this tool, basically what we did is we, first of all, we're very lucky at Uber because we have such rich data. And we, like I said, we do millions of trips every day. And we know so much information about those trips. Obviously, we know where they're going, we know the price they paid, we know the route the driver took. It's just incredibly rich data. And so what we do is we take the trips that actually occurred in these two cities, we take their origins and their destinations, and what we do is we run a clustering, basically. And using just a simple K-means clustering algorithm of something like 100 or 150 locations gives these red dots, which are centroids of those clustered regions. And these correspond to areas we might want to build infrastructure because a lot of trips are likely to happen there. And then what we do is we run what's called a hub optimization framework. That is taking all of these clustered points. We're taking every single trip that occurred that exceeds 20 miles, rather. And what we do is we try to assign every single rider in that has taken a trip an itinerary. So what we're doing is we're trying to maximize the total time saved in the network, where the time saved in the network is the time it would have taken to traverse that route by car, the difference between that and the total time of a VTOL itinerary, which includes the time to go in a car from your origin to your departure vertiport, the total flight time of the VTOL, as well as the time it takes you to go from your arriving vertiport to your final destination. So if you take that difference, which I'm calling S right here, that gives you a total time saving. And so we basically admit for a particular trip, we consider a pair of hubs, one for departure, one for arrival, if it saves about 40% of your time relative to taking that trip on the ground. And so what we do is we do this for every single long distance trip over like a 2 or 3 day horizon. And what we do is we generate all of these itineraries. Again, an itinerary is departure and arrival vertiport. And so given one trip that might have many different itineraries, we then pick those vertiports. Maybe we pick 10 or 15 or 5 vertiports such that the total time saved is maximal. And so that's what our hub optimization is. And then our route optimization, what that does is that takes our network as given. And then what we do is we try to optimize how these VTOLs are actually flying throughout the network, given what our trips are. So an example is we take 2 passengers that depart in one hub that take a VTOL and they, pardon me. So this example shows a single route that serves 2 passengers. And then the vehicle would then fly another passenger to downtown Fort Worth, and then it would take another passenger from Fort Worth to downtown Dallas, for instance. This is the example of a VTOL route. So decisions that we have to make are, how do we actually assign the flights to specific VTOLs? How do we actually assign individual riders to individual flights? Then we have to understand about recharging. I haven't gotten into that, but these are electric VTOLs. They need to be charged periodically, and so we have to try to optimize when to build the infrastructure that are going to actually have the recharging stations. We have to optimize when it makes sense to hold that aircraft on the ground, recharging it. We have to understand all sorts of other decisions. Riders, we have to oftentimes we are faced with the decision of whether or not we want to. So suppose a rider arrives at a vertiport. We have to make a decision of whether or not to dispatch that VTOL immediately to save the rider more time, or if we want to hold that VTOL on the ground so more riders get in. Because filling these VTOLs up as much as we can is central to our economic model. We want to operate these. We want to fill as many riders as we can in these vehicles because that brings the cost down. And when you bring the cost down, more people opt in to take your service.
And when more people opt in to take your service, you can make better matches. A good match is one in which the origins and destinations of the riders are as close as possible. And so this is a fascinating dynamic network. And that's why it's so important to strive for efficiency, is because that's kind of what fuels this cycle. And so I'm not going to go into this. I think we've got some other. I think we're going to have a question and answer session. But what I want to get is we're using very rigorous data science, very rigorous optimization and prediction and forecasting and clustering in order to actually build out these networks. We've done this in other cities, in addition to Dallas and Dubai. Singapore, San Francisco, and Las Vegas are other examples. And really what this tool that we built allows us to do, it allows us to characterize the network, and it allows us to understand, again, what the sensitivities are. So just as one, and I'll be done, I believe, after this slide, but as one experiment we might want to run is we might want to explore what objective, and by objective I'm just saying what our total time saved can be, as a function of different speeds of these VTOLs. I talked about how helicopters generally operate about 100 miles per hour on cruise. What we're showing is how sensitive this is, how many more people we can operate by other speeds. And so we've used our optimization system, and it's highly parameterized. We've run different scenarios to understand how many more riders we can move. And so the panel on the top right, for instance, shows the sensitivity. And really what this is showing is that helicopters can only serve about 40% of all riders relative to vehicles that fly at 170 miles per hour on cruise, for instance. And so when I talk about me not liking helicopters from an efficiency perspective, that's why. And so again, we're showing what the dynamics of load factors are. This is the average number of riders per flight. And so again, when you do helicopters, you're only getting about 1.3 riders in the Dallas market. We really want to get that hopefully as close to 2 as possible in the short run, and in the long run, we want to get that to 3. And so we're using this system that employs rigorous analytics and data science and optimization. We're using this system to run these type of scenarios. And what these output is a list of specifications that we're working with our VTOL partners. And we're trying to, that's why, so when a VTOL partner is designing their vehicles, we have to have some kind of rigor about how many seats are required, about how fast these vehicles need to fly. And this is the process by which we're trying to answer these questions. And so I think that's all I have for this part of the talk. I'm sorry I went a little bit over. I guess we got started late, and I apologize about talking so fast. This just gets me so excited. Thank you, John. It gets us excited. I think your excitement gets us excited. Wow. Yeah, thank you so terrifically much. I mean, that was a very, very power tour, a very fast tour, maybe a slight glimpse, чуть-чуть взгляд, что там под капотом происходит на самом деле, да? Я надеюсь, почувствовали немного, да? So, John, what we'll do is we'll kind of mix up the languages a little bit here, I think, a little bit of Russian, a little bit of English, and if you don't mind, if you have another, I don't know, do you have another 10, 15? I'll have to check my calendar. Okay. I'll definitely try. Okay. I would much rather be in this meeting than the meeting I have after this. But I'll try. What a treat. Okay, so I'll start off with maybe a couple of questions. What I'd like to do, if possible, is just to get us to dialogue, just get into a conversation. I think that's the exciting part. So I hope you've thought of some questions. I hope you've considered, может быть, вопросы подумали. По вертолетам более-менее ответил, да. What about data science? Come on up. So if you have questions, come up. Приходите сюда наверх. Сюда. То есть давайте прямо к Джону их и представим. Мне кажется, ему приятно будет на вас посмотреть. Если с английском беспокойно, не беспокойтесь, мы переведем. Да, хорошо. Come up, John. So we're going to have maybe время на 3-4-5 вопросов. У меня тоже море вопросов. So представьтесь и and John, so we have just a few folks we're just really keen on asking a few questions. Hi, John. Thank you very much for your great presentation. It sounds really very much exciting, especially that nowadays when we see so many changes happening on the technical arena. The question I have, who's doing actually math in terms of payback period and your investments? Because I got through a really just started up thinking how much is going to cost actually one trip, and if average person would be able to allow it, and especially if you think about your investments, which might be quite actually significant.
So I'm trying to understand what you expect the payback period for your investments and how much the average trip might be. Sure, that is a wonderful question. First of all, regarding the payback period, my fear is that if I answered that, honestly, I might be out of a job. So I won't be able to answer that. Честно ответить, потерять работу, то есть долго. I do believe that at first, just because the number of vehicles, we believe that the demand for this service is going to far exceed the availability, just because it's going to take a long time to produce these VTOLs at scale. So I do believe, and one thing that Uber is very good at, I haven't talked about, was one of the most exciting problems that we have. We have so many fun and exciting problems at Uber. I'd be delighted to speak about any of them. One of them is this idea about dynamic pricing. I don't know, I would love to ask a show of hands who's taken Uber, but you might be familiar. I think everybody, John. Yeah, we're pretty Uberized here in Moscow. Wonderful. I cannot say how excited I am to take Uber in Moscow and St. Petersburg. And I know Novosibirsk is actually a very large market for us, which is very exciting. I'm very excited for that day. And so I believe, so one thing that Uber is very good at is dynamic pricing. So I believe what we will be doing initially is this probably realistically will most likely be a VIP service first. And once the manufacturing capability of these VTOLs is manufactured more and more, that's when the price will come down. So I believe that, I cannot give a price, believe me, we don't even know what our pricing model is going to be right now, but it will almost certainly be a relatively VIP service initially. Now, if you're willing to take a VTOL off peak hours, for instance, if you're willing to take it not at rush hour, or maybe consider a city from which people are going from mostly point A to point B, maybe a city center is point B. And if this is in the morning rush hour and people are going to work, if you are at point B and you want to go to point A, it will be, I guarantee you, a lot cheaper than if you were to go the other way, just because the market dynamics. And so there will be instances where you can take this service that will be far less expensive. Maybe it'll be 3 times, maybe it'll be double what a car is. But in steady state, in the long run, I can guarantee you that we are trying to do everything we can to reduce the price paid by riders for exactly the reason I talked about earlier. It's because you get this cycle. Cheaper fares means higher opt-in, means better matches, which means more savings, which means you can bring it down far, and it just kind of goes. We've seen this play, by the way, with Uber Pool, where I used to work. And so Uber Pool, we had to subsidize a lot of rides in order for people to take the service. I mean, riders were riding Uber Pool for practically free. But once they got onto the Uber Pool platform, and once we were able to generate some efficiency initially, that's why the price point has remained so low for as long as it has. And so regarding the investments we're making, I just want to be clear. Uber, I should have mentioned this earlier, Uber is not, we are not building a vehicle. And believe me, nothing would excite me more if we were building a vehicle, because it'd be just fun. I don't think it makes business sense, because that's not really, we are building a driverless car, certainly. But we're not building a VTOL. However, what Uber brings to the table is this network I talked about, 60 million monthly active riders, and the ability to get riders that solve that last mile problem, to get them from their origins to these vertiports. And that's really what Uber brings to the table. So the investments that we're making very aggressively are with real estate developers. So we've been working with real estate developers in markets throughout the world. There are many more cities other than the 2 that I mentioned that we're talking to, and we're trying to assess what buildings we want to build these infrastructures in, and so that those are largely the investments that we're making. When are they going to pay themselves off? I don't know, but my belief is you'll be able to take a flight in 2022. I believe you'll be able to take a cheap flight not that long after that, maybe 2024. I'm not sure, but it's coming. The future is definitely coming. Okay, excellent answer. Thank you very much. May I ask one more question, if you don't mind? I had another one, but I think maybe I'm taking somebody else's time. How about security? Because I mean the air traffic control, because right now we have pretty much strict rules in terms of which airplanes are flying and which way, and I mean that there are so many of them, especially they're linked to the legislation. Each country has its own rules in terms of air traffic. So how are you going to actually challenge this question? How are you going to settle actually with different places? Because it seems to be that there are going to be many changes happening on the legal arena, and especially in terms of who's going to be controlling the air traffic, which is going to be, seems to be growing pretty fast in different places where you're planning to be.
Wonderful question, Ken. So the short answer of that is we're fortunate because there are so regulations. You have vehicle certification is one thing. That's the issue I believe is going to be more difficult to face. Air traffic is obviously a major obstacle as well. Now, fortunately, with the advent of drones, by the way, air traffic control for these vehicles like VTOLs and drones, this has been worked on for decades across the world from different entities. I believe that. So a lot of these questions are open, by the way. So one of the things that we're doing here is Uber very recently is actually, and it hasn't been announced publicly who it is, but we have, in the last few days, have hired a director of airspace. I cannot reveal who this is, but this is a world expert, an authority figure who has actually designed these, who's been thinking about these problems and designing them from the institution that this person is associated with for many years. And so we are working very closely with the regulatory bodies. We've had many conversations with like the FAA in the United States and ACCA in Europe, for instance. We've got policymakers throughout the world that we're working with in order to try to understand what these are. A lot of it is they're coming to us to say, you know, they want help in kind of crafting these regulations. So, for instance, one of the questions are, what are the separation requirements? And this is something that we're actually working very closely with NASA with. Is we're trying to understand what the implications are of different rules, of different spacing rules. We could talk very long about the different problems, and I probably started down that path. But what I want to state is we're working with regulatory bodies very much. We're leveraging existing work that has been done from universities, from regulatory bodies, NASA, scientific organizations who have thought about these problems for decades now. And we are bringing on board a director of airspace who will be, right now we're a very small team here at Uber working on this problem. We are going to be substantially larger next year. And so we're making very serious investments in this. And that's why in 2020, that's why we're just operating demonstrator flights, is because we're trying to prove a concept. We're trying to work with regulators in order to collect data about things like noise, and trying to get community acceptance. So we're going at this very, very methodically because we understand that the complexities on the airspace side are just incredible. Yeah. Fantastic. Спасибо огромное. Thank you very much, and good luck with your project. Yeah, thank you. My pleasure. John, maybe one or two more questions. Something burning. Давайте, заходите сюда, вперед. Кто следующий? Еще один вопрос после вот. Заходите. Еще один вопрос. У кого есть? Давайте, заходите заранее, чтобы время не терять. Заходите. Можно, если надо, переведу. Не проблема. Честно говоря, thanks for your awesome presentation. Here, take this one. Okay, thank you for your awesome presentation. You were talking quite fast, so I could not understand everything I wanted to. So this may be a bit stupid question, but what is your competitive advantage to the underground system? First of all, look, this vehicle cannot take me at any place. You spot some places where it can take off and land, so I have to get to there first, just like to the rail station. Then I move fast. Besides all traffic jams are taken away, and I do it in a cabin with several other persons, just like. I think in Silicon Valley we don't have that underground system that we wish we would, but a metro system, John. I mean, it's been around for probably a century or so, right? What's the advantage, or how do you measure that into your cost benefit or into your analytics? Super vocal. Absolutely. So if I understand, there are two questions. I just want to make sure I'm understanding the question. One is what is our competitive advantage, and the second one is what is the advantage, or what is the how do we see kind of existing public transit, particularly with underground systems? Is that correct, more or less? Is that right? Yes. Yes, I think that's it, John. Okay, sure. So just speaking generally, I believe our competitive advantage is multifaceted. First of all, look, vehicle manufacturers themselves, believe me, some of them are thinking of building out a platform by which people can serve that last mile themselves.
we understand that in doing so is incredibly difficult. There are so many different market dynamics. You have to have a number of riders on the road. You have to kind of balance supply and demand as much as possible. And first of all, I'm sorry for speaking so fast. That is a trap I continually face. It's probably not surprising that I'm drinking coffee while I'm speaking to you here. So the competitive advantages are, number one, is our company has started solving the last mile problem. Solving the last mile problem involves all sorts of very sophisticated technology through the ability to track a ride in real time, through the ability to manage a marketplace, to try to equilibrate supply and demand as much as possible. То есть это last mile, то есть от метро все-таки надо выйти или пешком, или в маршрутке, вот last mile все-таки есть. We have to make really smart dispatching decisions. We have to make smart decisions about how we pool riders together. And when you have 60 million people on your platform, it's a lot easier to solve the last mile problem, what we call. And sorry, if you're not familiar, the last mile problem is something that is commonly used when in public transportation that tries to get one from their actual origin to a hub, a train station, an airport. Hub — это метростанция, actual origin — это дом. We started that last mile. We've got a massive network of 60 million monthly active riders and still rapidly growing. Moreover, we also have the ability, we're working on the autonomous vehicle, as I believe people are quite familiar with. I think these will be in our platform. And that will ultimately bring down the cost. And so we've got this incredible platform, we've got this incredible network. And that's the primary advantage. And with respect to other means of transportation, I firmly believe that I think our service can be largely complementary. When you look at Uber right now, it depends on the city, but in New York City, for instance, roughly 15 to 20% of all Uber trips, every single Uber trip, either starts or ends at a metro То есть 15-20% в Нью-Йорке или начинается, или заканчивается у метростанции, уберские вот. And even a higher percentage of trips go to or from an airport. And so people are using еще выше по аэропортам. Many of the people that you see walking in the background, my colleagues here, use it to get to what's called Caltrain, which is a commuter line in the Silicon Valley area. I oftentimes use it as well to get from my train to come to work. And so people use Uber for this reason already. And so I don't necessarily think, so there's two things. Number one, I think it's complementary because you can get off at your train station, get on a VTOL to go to another location, number one. So it's complementary in that regard. And secondly, ultimately these VTOLs are going to travel at least 150 miles per hour, which I appreciate that in some parts of the world their train systems are far surpass the experience in the United States. But it's going to be difficult to beat these vehicles. They're going to be point-to-point services. They're going to fly very fast. They're going to be incredibly efficient. So I think those are the advantages in the long run. Спасибо. Нет, очень интересный вопрос на самом деле, да, то есть это вот все-таки от метростанции до дома или до аэропорта, там вот некоторый процент все-таки есть, наверное. Давайте, let's do one more question, John, if you don't mind, and we're just we have 100 here, I think, but let's finish off with one more. У кого вот последний? Приходите. Если надо, извините, здесь полуосторожно, здесь, если на русском мы переведем, не беспокойтесь. Thank you for amazing, very inspiring presentation. And the question I have is that you're building your infrastructure and your system, and you're trying to make it efficient. And as far as I understand, you're modeling some system based on current road system. But and like any infrastructure, like in any city in the world, it's changing quite rapidly and fast. And how do you forecast? How do you model these changes? And do you take them into account? That's all. Yeah. Did you catch that? So I think maybe just a bit about forecasting, John. About maybe I guess you're using roads, but this is using not roads, right? This is using roads as well. For instance, you take anyway from the hub. You take Uber to go to some place. Yes. Anyway, so
Yeah. Did you catch the question, John? Is it enough? I think yeah. So with respect to roads themselves, so I mean we do have the ability to predict what travel times are. So our system, if someone wants to take a VTOL, and they have to take two road segments, one from their origin to their departure vertiport, one from their arrival vertiport to their destination. So we do have the ability to forecast what the predicted travel times are on those. And so Uber, you can imagine we've got pretty sophisticated algorithms to do that. So we use those. Now, I think what's a really interesting question, I believe this is what was kind of being asked, is what's interesting is how do you forecast demand? So everything that I spoke about, building this, building the models that we have right now, we're using Uber trips because that makes sense for us to do, right? But Uber trips are not necessarily representative of what the total demand is going to be. So for instance, in some parts of the world, for instance, New York City, for instance, right? So Uber operates in New York City, but Uber did not operate in New York State, which is everywhere in New York. So New York has a state, and in parts north of the city, we did not operate. And so it's impossible to measure what the demand would be. One of our challenges in Dubai, Uber is actually a premium service. So we can only operate legally in Dubai if our fares on an Uber trip are something like it's either 20 or 30% higher than a taxi. So it's a little bit of a premium service. And so those are questions. Another question is when you can imagine if people have the ability at scale to take VTOLs anywhere, that's likely going to change where they're going to live. That could change where they're going to live. I might myself live in another part of San Francisco if I could just take a VTOL and work every day. And so these are all questions. That's a wonderful question, first of all. These are questions that we are trying to address. And so we're building out a latent demand model by trying to predict what the true demand is. So one of the really cool things is there are a couple companies that actually have cellular data. They've got movements from their network, from the cellular network, GPS traces of where every single person on that network is traveling in the city. So if we can take that data and that can address where people are traveling, the next question is, how likely is this person to take a VTOL if our network is placed in such a manner? This is something that we're very actively working on right now in order to get better solutions to what we have. And in order to really rely on this tool that we've built and deploy in every city and really make serious investment decisions, we can only really do that until we have that latent demand model building. So that's what we're building out right now. And it's a very large challenge, but it's absolutely necessary if we want to have intelligent solutions that we're actually going to be making decisions practically. Great. So if you guys, John, if you need some latent demand modeling, big data folks, let us know. I think there's a few in the audience. I think we have some mathematicians here ready to roll. It's a place famous for its mathematicians for sure. I've been fortunate to collaborate with a number of outstanding Russian mathematicians, so I'm excited. There's a URL. If you go to uber.com, there is a careers link. And if you search for the keyword advanced programs, you will see a data scientist for advanced programs. That person is going to be coming in to build the latent demand. So this is something we're hiring for. So I would be delighted if someone in the audience is interested and willing to take on this responsibility. Please apply, or better yet, don't even apply, just email me directly. My email is my surname. It is Petersen, Petersen, @uber.com. Email me your CV. I would be more than happy. Awesome, John. Bravo. Okay. Well, it's an incredible honor. We're always a little worried here because we're kind of Americans and we're just doing this brain drain out of Russ because they're like, come on, Americans, leave some folks here. But I think the beauty is that a lot of our startups, of course, they head to the States, they raise money, they do biz dev, they sell, but then they come back here and do a lot of the development and R&D. So we're hoping it's a two-way street. But what a treat and what an honor, John, to hear just a little small taste, maленький привкус, of your amazing work from the man himself, from the inside. It's an extraordinary treat, and thank you again for your time and for taking some of our questions and just for such a fascinating presentation. It's kind of hard to believe that in 2020, 2022, and 2024, I guess we'll be, some of us maybe, at least if in Dallas and Dubai, it'd be worth a trip over just for that, I think, sitting into a VTOL and heading out
So we're very excited to join you on that journey, John. Thank you. I'll try to get to Moscow as well. I'll see what I can do. Let's do it. Next time. Let's do it. Okay. Well, thank you again, John. Thank you so very, very much. Thank you. If I say spasibo, is that correct? It's perfect. Bravo. Yeah, it's perfect. You got it, John. Thank you again. Cheers. Thank you. Okay. Bye-bye. Окей, поздравляю, спасибо. Я беспокоюсь, просто очень быстро, и он, конечно, чуть-чуть только затронул вот эти математические всякие вот фишки, которые нас всегда так радуют. Если у вас время есть, я знаю, это долгий такой процесс, я самый гранд-финал, самый сюрприз хотел оставить вам вот на сейчас, на самый конец. Есть у вас еще энергия? 5-10 минут, может? Ура! Я хотел представить вживую один из этих стартапов, которые с Джоном общаются, с Uber общаемся и пытаемся вот один из этих решений запустить в воздух. Именно отсюда, это, как я понимаю, наши ребята, туполевцы, которые вот с Uber собираются запустить. Он тоже хороший, очень милый друг, очень нас поддерживает здесь всяких программ. Ну, короче, очень такой человек ренессанса. Илья Ханяков. И дождя, отлично. Буквально чуть-чуть. Хотите, я помогу запустить презентацию. Это очень легко сделать. Да. Спасибо, дорогой. Здравствуйте, меня зовут Илья Ханыков. Я сейчас вот вставлю HDMI кабель, и вы все увидите своими глазами. Вот так вот, наверное, мы сделаем. Отлично. Вся последняя технология. Микрофон есть. Да, у меня есть микрофон. Меня зовут Илья Ханыков, и я SEO проекта Бартини, названного в честь аэродинамика, который в начале века в Советском Союзе, это советский русский авиаконструктор итальянского происхождения, который сделал для аэродинамики то, что сделал Тесла в электромагнетизме. И мы в его честь назвали компанию, которую действительно организовали инженерная мысль команды там, из 15 инженеров, выходцев из российской аэрокосмической отрасли, для того, чтобы подарить миру, сейчас, что-то у меня тут не происходит, переключение, секундочку. Да, это технология, да, мы все еще учимся. Да. Вот, для того, чтобы подарить вот это. К сожалению, значит, оно вот так вот сжато. Я надеюсь, что вашего абстрактного мышления хватит, чтобы немножко вот как-то расширить этот слайд. Вот. Значит, это вот такой электролет. Мы тоже общаемся с Uber, и это там может быть одна из машин, которая будет летать в 2022 году над Далласом или Абу-Даби. Я вам сейчас покажу немножко больше. Значит, она вот так летит, вот так вот ее видно снизу. Вот она садится, и, конечно же, она садится рядом с небоскребом, где же еще. Вот. И вот она села и приглашает вас в нее и воспользоваться. Значит, размером там, с Nissan Tiano, двигатель размером примерно метр. И 40 минут полета, за который можно улететь на 200 километров. Четырехместный. Ну, что можно сказать, значит, кресла вот так вот поворачиваются дружелюбно, для того, чтобы можно было вот быстро сесть, повернуться. Мы общаемся с Uber, там, с дизайнерами их юзкейса, которые рассказывают нам, что нужно очень быстро осуществлять погрузку-выгрузку пассажиров, что двери должны быстро закрываться. Для нас важно, чтобы несущие свойства фюзеляжа не были дверями, значит, испорчены, когда что такие большие вырезы, да. Вот, у нас впереди большая программа разработки этого летательного аппарата, в принципе, сейчас это прототип. Большинство компаний сегодня находится именно в этой стадии. Меня лично, например, очень порадовало следующее, что вот Джон — это тот человек, который с помощью Data Science выработал технико-тактические характеристики этого аппарата, которые должны будут использоваться. То есть он там знает точно, что это должно быть там, от 1,5 до 2 тонн, что это должен быть четырехместный аппарат, что им хватает, чтобы он летал там, на 120 километров. Им важно, чтобы он садился за 1,5-2 минуты и взлетал. Вот такие вот вещи. Они это выработали вот с помощью data-driven approach. Наши инженеры 2 года назад эти технико-тактические характеристики выработали
задумавшись о том, что с одной стороны технологии уже здесь для того, чтобы это сделать реальностью. На самом деле все в авиации было придумано в 60-х годах, большинство идей, концепций, золотой век авиации. А сегодня мы как бы находимся в том золотом веке технологическом, когда технологии доросли до того уровня, что это можно сделать. И многие делают, хотя не так много, как, наверное, хотелось бы, но это дает нам какой-то шанс. Это тяжело делать, это не сделать. В авиации нет линейных взаимодействий, то есть нельзя построить маленький дрон, потому что зум там 1000%, и значит все на 3D-принтере распечатать, и вот четырехместный автомобиль, к сожалению, так не работает. Значит, масштабирование, например, от двухместной, который у нас, например, появится там, через 1,5-2 года, до четырехместной, это очень серьезная конструкторская история. Вот, наши ребята владеют, значит, методологиями именно разработки экспериментальных летательных аппаратов большой авиации, и мы на них возлагаем большие надежды, и на себя тоже по способности развивать этот бизнес на глобальном уровне. Потому что, конечно, рынки сбыта, вы уже услышали, да? С одной стороны, рынок сбыта огромен. Представьте себе рынок 100 миллиардов долларов, да? Это там, 500 городов присутствия, где Uber есть, и они посчитали, что им нужно от 500 до 1000 машин в каждом городе. Вот эта индустрия, вот она родилась на самом деле. 26 апреля 2017 года, поздравляю вас, родилось две индустрии. Значит, первая индустрия называется массовые городские перевозки. Массовые городские пассажирские перевозки с использованием электролетов. Эта индустрия уже есть. Для нее уже есть один из летательных аппаратов, который прям уже готов. Он не очень оптимальный и так далее, но он уже есть. Это замечательный Александр Зосель, инженер из Германии, он придумал, там много лет изобрел, построил и уже сейчас он внедряет там в Дубае. Это волокоптер, такое значит, устройство. Так что вот нам кажется, что вот такое устройство будет более массово. Там очень большой у волокоптера там такое поле винтов, и очень эта конструкция немножко быстрее летает за счет того, что когда она поворачивает винты, летит в самолетном режиме очень быстро, заодно и сокращая потребление электричества на единицу полета, там, времени или километра, неважно, потому что, по сути, при скорости выше там, 60 км в час не нужно компенсировать гравитацию, да, то есть он летит на воздухе. Вот. Значит, да, так вот, Uber, наверное, сейчас общается в общей сложности компании там, с 15-20, в том числе с нами. Помогает всем. Мы очень благодарны, что компания, которая сделала мобильное приложение, стала огромной политической и финансовой консолидирующей силой, которая внезапно объявила, что это фактически будущее, которое уже можно сегодня из формата там, мечтать о летающей машине превратить в это уже план. Да? То есть это была мечта, стал планом. Вот. И они собрали действительно 26 апреля, день рождения индустрии, в которой вот буквально через 4-5 лет вот мы все будем радостно пользоваться. Они собрали политиков, финансистов, они собрали технологов по разным компонентам, они собрали таких вот разработчиков, как мы, в одном большом зале. Они собрали президентов и вице-президентов крупных корпораций, то есть это был уровень встреч там C&V level, на котором, в общем, было признано, и регуляторов, конечно, собрали, безусловно, и было признано, что будущему быть. Регуляторы больше уже не думают о том, а вот как же, Антон, а можно ли, а нельзя ли. Они уже думают о том, так, давайте подумаем, значит, если есть обода, то шум двигается только вниз. Следовательно, чтобы шум не достигал близлежащих зданий, вокруг площадки нужно поставить заборчики. Из каких материалов и какой высоты давайте обсуждать. Вот это уровень мышления регулятора в Америке, Federal Aviation Authority, до которого, наверное, нам всему остальному миру еще дорасти надо. Понятно, что в Абу-Даби и Дубае эти размышления будут заменены королевским решением, да? Вот, но в других странах будет как-то иначе. Значит, и поэтому мы видим, где сейчас рынок сбыта, тем не менее, да, это сейчас, это в первую очередь, да, США, это арабский мир. Мы очень надеемся на Москву и Россию, но мы также надеемся вот на свои силы строить на основе нашего этого изобретения или разработки глобальный бизнес. Да, кстати, я должен сказать, что мы член, мы Сколковский проект, то есть мы резиденты Сколково.
пользуемся всеми налоговыми там преимуществами, которые это дает. Вот. Но находимся в абсолютном рыночном ангельском раунде, то есть привлекаем деньги от венчурных инвесторов, не пользуемся пока грантами. Ну, посмотрим, что будет в будущем. Но дайте я вам еще что-нибудь покажу. Сейчас, если снова технология нас не подведет, я даже переключу на какой-нибудь следующий слайд. Например, вот этот, вот такой. То есть из этого слайда следует, что автомобилем могут пользоваться как минимум мужчины, но даже женщины тоже. То есть это будет достаточно безопасно. Значит, мы на себе, как водится, потестируем границы допустимого в этом физической реальности. Да? Обычно мы мужчины только расходный материал. Да? Значит, мы пробуем, насколько далеко от деревни можно в лес идти, да? Занимаясь охотой. Вот. Ну а потом, значит, ну и вот, пожалуйста, да, добро пожаловать, летайте нами через 3-4 года. Вот, добро пожаловать. Ну, задавайте вопросы. Да, я просто хотел бы... А кто спонсор программы? Так, давайте так. Давайте по очереди. Значит, кто управляет? На самом деле, это можно, пожалуйста, микрофон говорить, потому что нас на Ютубе смотрят, чтобы коллеги слышали, какие вопросы задают. Хорошо? Передайте, пожалуйста. Кто управляет? Потому что не видно несколько оперов. Это очень хороший вопрос. Значит, в конечном счете управлять будет, конечно, автопилот. Вот задача максимум, и это та же задача, о которой говорит Uber, что вот это должно быть 4 пассажира. Сертификационные требования на сегодняшний день в мире не позволяют сажать пассажира в автопилотируемое летательное средство. Значит, есть такое понятие директивный полет. Вот, например, если вы летите на вертолете, вам нужно буквально вручную держать вертолет на воздухе. То есть вы управляете прям непосредственно агрегатами и держите его. Значит, а директивный полет — это когда на этом вертолете стоит какая-нибудь крутая система поддержки пилотирования, да, которая сама его типа держит на воздухе, а вы только жестиком указываете, куда ему лететь. Это тоже для вертолета на самом деле еще та задачка, которая требует там сотен часов там, налета, там, да, опыта пилота, значит, тренинга и лицензии. Значит, задача на самом деле очень простая. Этим устройством в первом приближении управлять, как сегодня вы бы управляли дроном. Значит, что он сам не залетает. То есть вы ему как бы указываете, куда лететь. Дирекционный полет называется, или директивный, по-разному термин. Значит, вы ему показываете, куда лететь. Он летит. Соответственно, он не залетает за какие-то невидимые стены, где нельзя летать. И он, соответственно, согласует маршрут своего полета с наземными службами, ну, по сути, в каком-то вот в таком автоматическом и полуавтоматическом режиме. Это позволит снизить компетентностный барьер, значит, для пилотирования этого аппарата. Вот. Ну а со временем, наверное, это перейдет, конечно, в автоматический режим, потому что, ну, правда такова, что на таких скоростях, 300 км в час, наверное, человеческий ум не настолько будет умел, и это с точки зрения безопасности будет более безопасно, чтобы это было сочетание. Мы верим, в наше видение, что это сочетание систем автономии самого средства и поддержки наземными службами контроля движения воздушного с земли, то есть это такое одновременное сочетание. Вот. А ваш был вопрос, кто платит за банкет, да? Частный инвестор. То есть в той комнате, когда всех закрыли, там... В смысле, кто финансирует кого? Проект. Наш проект, вот наш, вот проект Бартини. Кто финансирует проект Бартини? Наш проект, да, наш проект финансирует частный инвестор, частный проект. И это конфиденциально. Нет, вам поименно назвать? А? Есть там государственная структура? Я же говорю частный проект. Да, это частный инвестор. Мы приглашаем вас присоединиться к их кругу, если вы хотите. Вы можете присоединиться к финансовому раунду. Мы сейчас собираем следующий раунд, поэтому, пожалуйста. Приглашайте.
Да, вот уже. Да. Знаете, у меня вопрос по безопасности. Как получилось, что 10-15 лет назад мы думали, насколько нам безопасно находиться там в самолете, вертолете и так далее, думали не упасть и так далее. Сейчас, к сожалению, сместилась вектор в обратную сторону. Сейчас мы, находясь на земле, думаем этих самолетов и вертолетов, в том числе дронов, настолько много, чтобы они нам не попадали на голову все. Вот вы, как человек, который работает с конструкторами, и, скорее всего, у них есть какая-то инсайдерская информация, да, чтобы все это делать, чтобы не отвалилось. Хорошо, что это не вертолет, потому что там вот эти лопасти большие, если бы они хоть одна оторвалась, то точно бы несколько человек сразу порубило. Ну, поменьше там, я вижу дроны. Вот скажите, пожалуйста, вот как с безопасностью нам на земле жить, когда вот столько всего будет лететь над головами? На самом деле вопрос очень хороший, вот прям зря вы смеетесь. Значит, во-первых, 8 моторов. Ну, то есть их 8. Значит, сейчас, дайте-ка я попробую, может ли он листать обратно. Значит, во-первых, 8 моторов. Значит, вот, давайте вернемся вот сюда. Да. Вот если вы посмотрите... Уже есть обычные? Я просто не знаю. Я хотел, может... У кого? У вертолета? Не, ну у вертолета 1-2 может быть. 1, ну 2, может 2. Не, ну смотрите, вот каждая вот эта винтовая группа, их 4, да? А в ней 2 мотора. 2 мотора, 2 двигателя, 2 значит, электромотора и 2 винта. Значит, ну, в общем, если один мотор выходит из строя, то пассажир, скорее всего, не заметит этого. То есть там с запасом, ну, автомобиль, конечно, сядет на землю, совершит посадку, потому что второй двигатель будет работать с некоторой перегрузкой, и, в общем, они оба будут подлежать замене, ну, например, да, если предположить. Вот. Но, в принципе, по каждой системе это с запасом. Значит, если сравнивать с тем же вертолетом, там есть один винт, в вертолете очень много агрегатов, которые life critical. Вот если он выходит из строя, вертолет сломался, и он не летит. В этом аппарате нет ни одного такого устройства, которое было бы life critical. Кому я, вот я вам отвечаю, да. Вот. Это для людей, которые внутри, там всего 2 или 4 человека, а для людей, которые внизу, их больше. Понимаете, не дай бог вот это пойдет. Ну, я на земле, а не по воздуху. Смотрите, этот аппарат, вот априорно, он более безопасен, чем все, на чем бы мы вот до сих пор не летали. Вот вертолеты, малые, большие, там, самолеты, автожиры, вот это вот все. Но мы думаем, например, вот одна из опций дизайна, это что вплоть до того, что будет парашют. То есть вот который выстреливается, целиком вся машина на парашюте, значит, приземляется. Вот. Мы, честно говоря, предполагаем, вот, говоря откровенно, что это будет чисто маркетинговая история. Потому что вряд ли он когда-нибудь понадобится. Современные полетные контроллеры, они способны на 3 точках посадить. Вот если вы видите дрон, вот его можно вот так вот кинуть, и он в воздухе встает. Дальше вы можете управлять. Он сам понимает, что его бросили, он сам понимает, что он в воздухе, он понимает, в каком он положении и так далее. Если вам кажется, что я не отвечаю на вопрос, то скажите, пожалуйста, какой был вопрос и что бы вы хотели услышать в качестве ответа? Я вообще не хочу, потому что я знаю, что... Можно я еще раз повторю? Нет, я правильно, могу ли я так перефразировать? Правильно я понимаю, вы меня спросили так, а что будет, если что-то летающее упадет на кого-то, кто ходит по земле? Да. Безопасность тех, которые находятся. Когда самолеты летают, они летают по своей трассе. У них есть аэропорты, никто под ними не становится. В конце концов, они упадут или где-то в поле, или в горах. Эти дроны летают над нашими головами по городу. И значит, что больше людей подвержены опасности не те, которые летают, а те, которые ходят внизу. На чьи головы вот эти дроны или хорошие аппараты могут упасть. Есть ли какое-то, я не знаю, с зонтиками ходить, может быть, с крышами самими ходить, чтобы вдруг это все не свалилось. Вот я о чем говорю. Вы знаете, я, честно говоря, с исходным посылом вашего вопроса принципиально не согласен. Значит, когда я поднимаю вот так вот голову у себя над головой, значит, надо мной летают вертолеты, которые очень небезопасны.
Надо мной летают большие магистральные самолеты. В принципе, надо мной летают довольно большие дроны, которые там могут упасть тоже и то же самое. Поэтому принципиально никакого изменения не происходит. Значит, происходит, дальше вы должны понимать также, что не произойдет такое, что вы одно утро проснулись, да, и внезапно их там 10 тысяч, все небо, значит, унизано. Вот. Ну, это будет там, постепенно будут замещаться сначала вертолеты. Значит, к этим аппаратам будут применяться те же принципы, которые сейчас применимы к тем же вертолетам. Вот в Гонконге, например, вертолеты совершенно спокойно летают над всем Гонконгом. Мы не очень часто слышим, что вертолет там врезался в какой-нибудь там небоскреб там в Гонконге, да. В Нью-Йорке вертолет, в принципе, летает, чуть меньше, там 22 площадки есть вертолетные, по-моему, по Нью-Йорку разбросаны. Соответственно, принципиально вы должны понять, что мы сейчас так. Я рад, что вы так вот вовлеклись в мою эту историю, что как будто бы прям вы уже в том будущем, где их там уже десятки тысяч. На самом деле это будет единичное внедрение, да, понятно, что постепенно будут замещаться вертолеты, как нам кажется, потому что вертолет стоит дорого и его тяжело эксплуатировать. Летать оно будет сначала по тем же маршрутам, где может вообще летать вертолет, но при этом оно будет безопаснее. Постепенно будет нарабатываться практика использования в высоконаселенных, плотных, жилых в том числе. Мы думаем, например, как идея, что, может быть, в первом приближении они будут летать, например, над дорогами только. Но вот такая мысль пока. Мы пока не видим от регулятора каких-то конкретных предложений. Но вот нам кажется, что было бы логично, например, если вот сразу так попытаться внедрять это в городе, то, например, летать над шоссе. Например. Просто Uber уже для себя сам сделал вот эту, то есть он сам сказал, что будем летать над метро, над большими хабами, где много большое скопление людей. И понятно, что сразу есть вот это понимание, что скорее всего они будут летать там, где много людей, а не где мало, над трассами, над МКАДом, в полях, понимаете? Зачем же вы дождались меня, чтобы задавать вопросы? Дорогие, я знаю, вопросы прямо уйма будет, тоже, может быть, пару финансовых. Илья, ты как? Готов к бою? Вы ничего, энергия хороша? При каких температурах? Ага, давайте пару еще вопросов, и потом я предлагаю проходите, Ильи. По батарейкам. Можете микрофон, пожалуйста, задавать, потому что нас смотрят на Ютубе. Да, спасибо. Пообщаемся. Это, наверное, и про температуру сразу вопрос. Технологически это та же, что и Тесла батарейка, а у Тесла это просто пальчиковая батарейка на соли. То есть они технологически ничего не изобрели. Как у вас будет? У него батарея ниже всего автомобиля. У вас как-то явно вообще. У меня на телефоне. Смотрите, на самом деле это тоже очень хороший вопрос, потому что источник питания — это ключевая технология, в которую на самом деле упирается вся вот эта отрасль, в которой мы участвуем. Да, это электрическая авиация и вертикального взлета посадки. Значит, да, литиевая батарейка. Значит, я единственное, что я хотел бы не согласиться лично, у меня другое мнение, значит, в Тесле необычная пальчиковая батарейка, и в ней есть очень хороший, я бы даже сказал, уникальный, самый лучший в мире софт по управлению нагрузкой и снятием электричества с разных ячеек. То есть это не только из чего сделана батарейка, но как она поделена на секции и какой software layer и application layer управляет снятием мощности и перезарядкой этими батарейками. Они там друг друга могут перезаряжать и так далее. Для оптимизации этого всего. Вот, снятия мощности и загрузки электричества, емкости в батарее. Значит, для нас, смотрите, принципиальный какой момент, вот что понимаете, вот мы взлет-посадка, это буквально там 2-3 минуты. За это время снимается львиная доля батарейки, там 60-70% нужно быстро снять. Потом можно лететь в горизонтальном режиме и лететь, вот я говорю, 150 километров, за это время израсходуется там условно еще там 10-15% батарейки.
Вот. Это накладывает серьезные ограничения. Литиевые батарейки, они теплеют, как-то повышается температура, если быстро с них снимать электричество. Да? Значит, и поэтому, в принципе, там немножко, там те же технологии, литиево-металлические батарейки. И самое главное для Uber, чтобы вот площадки, где они садятся, взлетают, они же были заправочными станциями. Значит, если там будет какое-то топливо, то это должно быть сертифицироваться как заправочная станция, зона отчуждения, большие затраты, небезопасный объект. А если там розетка, то можно на крыше небоскреба, там рядом с детской площадкой и так далее. Поэтому для Uber, мы их слышим очень внимательно, для них очень важно, чтобы в городской среде это была именно электрическая история, без топлива. Ну, дальше можно пожонглировать цифрами, например, сколько ватт мощности в килограмме батарейки. Вот. И понятно, что мы ждем, что в 1 килограмм батарейки будут запихивать все больше и больше ваттов. И от цифр там в районе 200 мы уйдем к цифрам в районе 400 ватт на килограмм. И тогда range увеличится, или там время нахождения в воздухе увеличится. Вот. Но это перспективное исследование. Сегодня это там 200 ватт на килограмм. Это то, что можно более-менее купить с рынка. И на этом можно уже поставить машину, которая будет летать, как я рассказал. Значит, вторая опция – это топливные элементы на основе водорода. Значит, вы, может быть, заметили, что многие автомобили сегодня, концепт-кары, выпускают там, водород. На рынке уже год как присутствует такая чудесная машина, как Toyota Mirai, которая ездит на водороде, 1000 километров на одной зарядке, продается в 3 странах мира. В Америке она ездит, по-моему, только в Калифорнии, потому что там есть зарядки водородные. Я могу сейчас ошибаться, потому что, может быть, это немножко устаревшая информация, но, по-моему, это будет там Япония, Великобритания, где в центре Лондона есть водородная заправка, и Калифорния, США. Значит, ну, по-моему, очередь на Toyota Mirai где-то на 2 года вперед. Вот. Это перспективная технология тем, что она позволяет в 4 раза больше электрической емкости держать в килограмме вот этого энергоблока, скажем так. Это бак плюс топливо плюс сам реактор, который из водорода на входе выдает электрическую энергию на выходе. Мы очень верим в эту технологию. Это, в принципе, ну как-то хороший такой термин есть, технология переднего края. Да? Это очень новая технология. Она дорогая. Но она будет позволять работать аппарату при минус 50 градусах, например. Она будет позволять очень быстро снимать емкость, например, если надо долго летать, вот, ну, стоять в воздухе, например, и долго, и очень много в единицу времени энергии выбирать из бака в данном случае будет, да, то есть больше водорода конвертировать в электроэнергию. Мы предусматриваем обе технологии у нас, потому что мы даже в какой-то степени немножко изначально ориентировались даже на топливные элементы, потому что это позволит летать 600-1000 километров. Это совсем другая история. Мы будем межгородом, а не только внутри города. Посмотрим. Там есть свои сложности, в основном связанные с незрелостью самой этой технологии. Но она применима, она укладывается в форм-фактор. Где это будет, это, ну, что-то будет где-то в середине, как вы, может быть, заметили. Сейчас спросили, где будет, да? Сейчас я Давайте помню. еще один вопрос, потом я предлагаю, Илья, ты сможешь остаться чуть-чуть, да? Да? Пообщаемся обязательно, все вопросы ответим. Я просто беспокоюсь, уже тепло и еще кофейку или как видите, там есть место, пообщаться с другом. Где бы ей быть, там есть место. Дело в том, что топливный элемент, если мы хотим interchangeable сделать, что там литий или топливный элемент, вот этот топливный элемент на основе водорода, он все-таки не плоский. Он в плоском форм-факторе, мы его не видели еще ни разу, он скорее кубический. Поэтому нам вот это место должно быть. И там, ну, бак тоже.
Микрофон исчезли. Небольшое у нас пространство, может быть, слухи, или я повторю. У кого микрофон? Все, отлично. Вы оценили, сколько будет стоимость производства? Можно, пожалуйста, в микрофон еще раз скажите, пожалуйста. Я говорю, вот сейчас слышно. Сколько будет стоимость производства вашего бюджетного аппарата? И где вы планируете производить? В какой стране? Пожалуй, на этот вопрос я отвечу точно. Да, конечно, оценивали. Оценки очень разнятся. Очень разнятся. Средний по больнице. Вы знаете, ну как вот вам, ну если оно разнится от, там, условно говоря, 30-50 тысяч долларов при массовом производстве до там 300-500 тысяч долларов при штучном, то какое же здесь будет среднее по больнице, если финансовый ум, который вот здесь присутствует, мне поможет сформулировать среднее, я был бы вам признателен, но я не знаю, какое среднее, как посчитать. Вы ответили, спасибо. А где производить собираетесь? Где, в какой стране производить собираетесь? Там, где будет рынок. Мы пока не знаем. Вот этого мы не знаем. Мы знаем точно, где исследовательский центр. А где? В России, конечно. Это Сколково. R&D вот в Сколково. Нам надо сделать, чтобы оно летало. А потом как-то first things first. Спасибо. Почему не поставить туда баки и с топливом и заменить вертолеты уже сейчас? Нет, просто обычный вертолет, коммерческий. Куда поставить баки и как заменить? Не понял. Не, но если вы говорите, что это более эффективная и надежная технология, почему бы сейчас не поставить баки и не заменить обычный коммерческий вертолет? Так, давайте расследуем ваш вопрос. Значит, мы ставим баки с топливом. Окей. Это означает, что двигатели становятся что? Вы имеете в виду, что они перестают быть электрическими, а они становятся, например, бензиновыми или керосиновыми? Ну все, собственно, все. Вы уже ответили на вопрос на свой, потому что бензиновыми двигателями это другие весовые характеристики, это другие инерционные характеристики. Мы искренне полагаем, что этот аппарат в исполнении бензиновых двигателей крайне мало имеет технического смысла. То есть там можно посчитать там, на формулах, на кривых, там, на развесовках, много всего можно. Просто, на самом деле оно именно вот, с точки зрения пользователя становится также осмысленным устройством именно благодаря электрическим двигателям и флайт-контроллерам. Электрические двигатели безинерционны, на разных оборотах дают примерно одинаковую мощность, выдают, да? То есть это силовые характеристики. Это позволяет надеяться. Зимой смогут летать? Да. И короткий ответ да. Конечно, нужно пообсуждать, что такое зима, потому что зима там минус 50 такая хорошая якутская зима. Я думаю, что при существующих... Давайте так, вот есть вещи, которые я знаю, да, есть вещи, которые я там, не знаю, предполагаю, и вот мы сейчас вот находимся в таком, немножко вот в этой зоне, там, визионерства такого. Ну, кажется, что при существующих технологиях зимой летать можно, надо как-то дополнительно что-то там делать с батарейкой, чтобы она там не замерзала, чтобы вот ее температура не падала там ниже. Это если на литиевой батарейке. На топливных элементах, ну, да, там другие температурные требования. Ну, в принципе, да, но самолеты же летают. То есть наоборот. В Дубае же наоборот очень жарко. Как не взорвет? Кто? Все. Можно еще у вас два коротеньких вопроса, наверное, в завершение, понимаю, Оксана Лосевская. Вы знаете, я, честно говоря, не совсем понимаю, как он управляется, потому что, смотрите, я хочу с точки А в точку Б дойти, я не могу управлять этим аппаратом, он выглядит великолепно, соответственно, кто будет за меня им управлять, если происходит какой-то emergency, у меня подхватило сердце, либо еще что-нибудь, как его будут сажать, каким образом это будет вопрос решаться. И инфраструктурный вопрос меня очень интересует, кто за него будет отвечать, потому что вот эти все дроны, кто-то должен будет каким-то образом, если это кем-то контролируется, как это, вот этот вопрос будет, собственно говоря, потому что это дополнительная инвестиция, которая, в общем, не копеечная. Ну,
я думаю, что, смотрите, вот вы сейчас, это вопрос, скажем, к техническим характеристикам нашего аппарата или к той сети и системе, которую сейчас придумал и реализовывает Uber? Потому что эти ответы будут отличаться немножко. Вы знаете, здесь именно как коммерческое, потому что, смотрите, первое, вообще, в принципе, как он будет править, он автоматический. Я не совсем понимаю, я сама ввожу в базу тогда в компьютер что-то, и он летит. В принципе, само использование не совсем понятно, как оно будет реализовано. Кто будет им управлять? Каким образом он будет управлять? Давайте я отвечу вам все-таки, раз мы сегодня про Uber, то я возьму на себя смелость рассказать вам, как я понимаю то, как эту систему будет развертывать в Далласе, в Абу-Даби, в Дубае Uber. В этой системе могут летать разные аппараты, соответственно, технические, да? Вот. А для пользователя, наверное, это может быть даже одни разные аппараты одновременно в одном городе летать. Я думаю, что это вполне возможно. И для пользователя это не будет иметь большой разницы с точки зрения взаимодействия с вот теми всеми функциями, которые вы указали. Значит, начнется все с того, что вы вызовете с мобильного приложения, вот там будет Uber X, Uber Black, да, будет третья кнопка, Uber Elevate. Значит, вызвав Uber Elevate, вы введете тот адрес, куда вы хотите попасть. Возможно, вам будет предложен мультимодальный маршрут, то есть вы на Uber X доезжаете до первого вертипорта или вертистопа, или, вертипорт, да, там вы пересаживаетесь на аппарат, он долетает до следующего вертипорта, ближе к вашей точке назначения, дальше вы пересаживаетесь на уже ожидающий там вас Uber X, и дальше едете уже ближе к тому адресу, где вам нужно оказаться. Значит, в этом всем процессе, как мы слышали в первом приближении, одно из кресел будет занимать пилот. И вы будете прям пассажиром. То есть вы сели, вы видите, что есть пилот, и есть еще там 3 пассажира, может быть 4, если другая композиция, другой аппарат. Вот, собственно, и все. А если это автоматически вы говорили, что у вас на пилот, в принципе, не предусматривается? Я такого не говорил. Я говорил, что конечная задача и наша, и Uber, чтобы это было полностью автопилотировано. Это конечная задача. Это, до конечной задачи будут решены несколько промежуточных. Вот промежуточная задача, чтобы оно летало с пилотом. Хотя бы сначала. Другое дело, что пилот, там, может быть, со временем будет делать все меньше и меньше, да, все больше и больше функций будет брать на себя автопилот или наземные службы, или искусственный интеллект, да, там, который и в наземной службе, и в автопилоте будет. Вот, но в первом приближении это будет вот так, как я вам рассказал. Это ответил на ваш вопрос? А инфраструктурно у вас кто обслуживает все это будет Uber, да, я так понимаю? Потому что проверки должны быть регулярные какие-то производиться. Когда вы говорите «у вас», что вы имеете в виду? Я имею в виду инфраструктуру у вас. Я имею в виду как инфраструктурно, как он будет дальше использоваться, каким образом, где он будет заряжаться, кто его будет обследовать, я не знаю. Как самолеты, знаете, регулярно кто-то... Видимо, как самолеты. То есть это, может быть, это будут городские службы, может быть, это будет отдельная центральная служба, может быть, это сам Uber будет работать над тем, что владеть сетью вертипортов, да, и их оборудовать. Этот бизнес, эта отрасль, то есть понятно, какие функции в ней должны быть, вот это вы совершенно правильно говорите, что там вот есть функция там зарядок, да, есть функция там поставок электроэнергии. Между прочим, вы если посчитаете, например, энергетические потребности этой сети, состоящей, например, из 1000 машин, это существенный объем электроэнергии и мощности. Он в городе должен откуда-то взяться, как-то прийти, на заправки попасть. Это и довольно большой workload, то есть это зарядка автомобиля, это будет за короткий период огромное количество энергии. То есть это тоже важная составляющая. То есть там есть много функций в том, чтобы это появилось в городской среде. Есть видение, как именно, то есть вот композиция этих функций, но кто конкретно будет отвечать за каждую функцию, я, наверное, предположу, что в каждом городе это по-разному, в зависимости от того, вообще, как устроено госрегулирование и бизнес-среда
Там то есть где-то хелипорты частные, где-то это только там служебные, ну и так далее. Спасибо большое. Супер, спасибо. Огромное спасибо. Я Татьяна, вот прямо великолепная такая возможность. Мы прямо очень рады, и, конечно, ACCA и вам всем, что пришли сегодня вечером. Большая честь быть вашим, как-то постараемся с модератором Джон Петерсон. Мы получим презентацию, тоже через Татьяну вам вышлем. И ждем здесь снова и снова. То есть, пожалуйста, приходите, Таня Гулина, V-Lab. Следующей темой это долгожительство у нас. То есть здесь уникальные технологии, которые сейчас работают над этим, финансовый мир в том числе, но наш персональный, медицинский, удивительные вещи сейчас творятся. Это предприниматели из MIT и Станфорд. Это в следующую среду будет. То есть лайкайте нас на Фейсбуке, естественно, присоединяйтесь к Татьяне и ACCA. Мы надеемся, не последний раз здесь встретимся. Спасибо. Благодарю. Благодарю за сегодняшний вечер, за модераторство прекрасное и, конечно же, Джона Петерсона из Силиконовой долины. Вот, рада сегодня всех вас видеть здесь. И нас очень гостеприимно принимает площадка Yellowbird, поэтому вы можете еще присоединиться на Network и, собственно, пообщаться, познакомиться. Скажу сразу, если кто-то сегодня присутствует из новых членов ACCA, у нас есть значки с собой. Вы можете подойти ко мне и их получить, если у кого-то нет и кто-то желает. Еще раз благодарю вас. Спасибо. Да. Спасибо.